Потасовки на выборах в Грузии, важное обращение к северокорейским военным, а также побег граждан Узбекистана из российской колонии. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Украине заговорили о подготовке к обороне той области, где еще ни разу не было российских войск. К чему готовится Киев? Известный уроженец Северной Кореи записал обращение к своим соотечественникам, которых Ким Чен Ын отправил в Россию. Что важного в его словах? Президент Грузии может оказаться в тюрьме, если на выборах в парламент победит правящая партия. Как проходят выборы в стране? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Россия в течение практически 20 часов атаковала Украину дронами и ракетами. Первые сообщения о пересечении воздушного пространства Украины дронами «Шахед» появились вечером в пятницу. Весь вечер, ночь и утро субботы воздушные силы Украины сообщали о российских целях в небе. БПЛА направлялись в сторону Староконстантинова, где находится военный аэродром. Кроме того, оккупационная армия ударила по Киеву и Днепру. В украинской столице «Шахед» прилетел в жилой дом. Удар пришелся по верхним этажам. Погибла девочка. Еще 6 человек были ранены. Это данные на момент записи выпуска. 3 детей погибло и в Дніпрі, где російські ракети ударили по нескольким локаціям. Ми бачимо, куди ракета потрапила в житловий будинок, там, де є пострадавші, є загиблі, є поранені. Ми бачимо, наскільки постраждали будинки, які знаходяться поруч. Ми знаємо, що пострадали об'єкти критичної інфраструктури, там, де зараз також проходить ліквідація наслідків підступних ракетних ударів. Всего же, по данным ВС ВСУ, россияне выпустили 3 баллистические ракеты, 2 управляемые, 2 ракеты неустановленного типа и 91 дрон типа «Шахед». Кстати, один из БПЛА вновь улетел в Беларусь. Первые северокорейские военные прибыли в Россию еще 2 недели назад. В РФ они были доставлены по морю в порт Владивосток, который расположен на побережье Японского моря. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные разведки Южной Кореи. Согласно отчетам Сеула, с августа прошлого года Пхеньян отправил России около 8 миллионов снарядов. Авторы издания уточняют, что до 60% снарядов, которые РФ использовала против Украины в последнее время, это северокорейские. Еще 10% иранские и лишь 30% российские. Это в целом показывает, кто помогает РФ. Все разведданные, которые имеет Южная Корея, будут направлены официальным лицам НАТО. Интересно, но Кремль планирует выдать северокорейцам поддельные документы и выдать их за жителей восточных регионов России. Отправка тысяч северокорейцев в качестве боевых войск на поле боя в Украине станет эскалацией конфликта, который уже является крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны. Это может подтолкнуть Южную Корею к более прямой поддержке Киева, включая поставки летального оружия, чего она до сих пор избегала, что усилит глобальное влияние войны, начатой Путиным в феврале 2022 года. Тем временем северокореец, который родился и вырос в Пхеньяне, а после вместе с сестрой смог сбежать из КНДР, обратился к своим соотечественникам. Нет никаких причин жертвовать жизнью на чужом поле боя. Ким Чен Ын использует ваши жизни за миллионы долларов своей безопасности и власти. Война, в которой вы участвуете, не защитит вашу родину, вас, ваших родителей или братьев. Это преступление, движимое гордостью Ким Чен Ына. В то же время в Белом доме, по сути, подтверждают информацию украинской разведки и считают, что северокорейские военные будут направлены в Курскую область, часть которой сейчас подконтрольна Украине. Напомню, Кремль планирует вытеснить украинских военных из российского приграничья, вероятно, до 1 февраля 2025 года. Об этом сообщало издание РБК «Украина» со ссылкой на свои источники в ВСУ. В Украине говорят о необходимости готовить к обороне еще одну область, ту, в которой еще не было российских войск, Днепропетровскую. Она граничит с Донецкой и Запорожской, где наблюдается наступление российских войск. Замкомандира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин в своем телеграм-канале объясняет, почему подготовка к обороне важна уже сейчас.
Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим торопливо готовя эти города к обороне. Все это нужно планировать и строить прочную линию обороны заблаговременно, а не ждать, пока линия фронта приблизится к очередному населенному пункту. Учитывая ситуацию в Селидово, Покровском, Днепропетровщину, надо готовить уже и контролировать этот процесс. Народный депутат Марьяна Безуглая, которая известна громкими заявлениями, которые в итоге приводили к скандалам в украинском правительстве, также пишет о том, что необходимо готовить круговую оборону одного из городов Днепропетровской области – Павлограда. Кроме того, пишет и о том, что пора заняться укреплением еще и города Изюм в Харьковской области. Граждане Узбекистана и Таджикистана бежали из российской колонии номер 2 в Липецкой области. Речь идет о побеге 6 заключенных. По данным телеграм-канала Мэш, готовились к этому побегу более полугода. В промзоне, где осужденные обрабатывали дерево, был найден подземный тоннель длиной около 65 метров. Судя по всему, бежали заключенные еще сутки назад, а их исчезновение было замечено только утром в субботу. В Липецке был объявлен план-перехват, полиция проводила обход ближайших колоний и домов, и спустя несколько часов после появления новости о побеге появились новости о задержании беглецов. Известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности работников исправительной колонии. Российские СМИ пишут, что заключенные отбывали наказание за изнасилование и хранение наркотиков. Напомню, что за последний год в России произошло несколько громких событий, связанных с действиями заключенных в исправительных колониях. Буквально 2 месяца назад в Волгоградской области РФ заключенные захватили в заложники сотрудников колонии и нескольких убили. Как считаете, с чем это связано? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. В течение ближайшего времени станут известны результаты одних из самых напряженных выборов в Грузии. За места в парламенте борются оппозиционные партии и правящая партия «Грузинская мечта», которая руководит страной уже 12 лет и сейчас взяла курс на сближение с Москвой. В преддверии этих выборов проводилось большое количество опросов общественного мнения. Согласно данным британской компании «Саванта», «Грузинская мечта» может получить 35% голосов, в то время как 4 проевропейских оппозиционных блока вместе могут рассчитывать на 52%. BBC пишет, что Грузия впервые выбирает парламент, имея статус страны-кандидата на вступление в ЕС, однако происходит это на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях Тбилиси с западными партнерами и угрозы европейской интеграции страны. День выборов не прошел без скандалов, были сообщения о драке и нападении представителя грузинской мечты на членов избирательной комиссии и наблюдателей. В оппозиции заявляли, что правящая партия использовала провокаторов. Кроме того, местные СМИ писали о фальсификациях на участках. Напомню, ранее эксперты, опрошенные Нехта, также говорили, что грузинская мечта, осознавая, что поддержка среди населения крайне низка, будет делать все возможное, чтобы сфальсифицировать результаты выборов. Отмечу, что перед началом голосования к грузинам обратилась президент. Она призвала прийти на участки. Крайне важно, чтобы каждый делал выбор в соответствии со своими убеждениями, желаниями и волей. Никто не может вас принудить, никто не узнает, за кого вы проголосовали, и завтра никто не сможет наказать вас за ваш выбор. Возмездия не будет ни с одной из сторон. Это мое обещание, как вашего президента. Идите на выборы и ничего не бойтесь, важно, чтобы будущее этой страны определялось вашими голосами. Каждым из ваших голосов. Не позволяйте никому оставаться дома. От вашего решения зависит, какой будет Грузия завтра. Большое вам спасибо. Напомню, что за несколько дней до голосования президент Грузии предположила, что ей объявят импичмент и посадят в тюрьму, если на этих выборах в парламент победит пророссийская грузинская мечта. А что вы думаете? Что ждет Грузию? Поделитесь своим мнением в наших комментариях. Я прочту. Лукашенко уже знает, как пройдут так называемые выборы в Беларуси. О дате их проведения стало известно лишь на днях, но самопровозглашенный уже несколько раз рассказал об этапах этого спектакля. Еще неделю назад он заявил, что белорусы, далее цитата, аккуратно выберут своего президента, того, кто этого заслуживает. А уже российским пропагандистам заявил следующее. Даже ситуация в мире еще острее. Вот как вы думаете, как у вас пройдут выборы, выборная кампания? Я тебя приглашаю на выборы, ты все увидишь. Хорошо пройдут.
Я в этом нисколько не сомневаюсь. Да, наверное, ты и сам не сомневаешься, что мы справимся в этой сложной ситуации, разобраться с этими политическими вопросами. В Беларуси больше не строят военный городок на границе с Украиной. Активность на военном объекте, который принадлежит Министерству обороны Беларуси, остановилась. Об этом сообщает Радио Свобода, опираясь на фотоснимки и данные источников. По данным журналистов, на территории бывшего пионерского лагеря «Чайка» в Гомельской области, который расположен всего в 40 километрах от Украины, было сделано немного. Снесли лишь здание, и сейчас на объекте уже нет ни оборудования, ни работников, ни охраны. О планах по строительству нового военного городка и полигона в Гомельской области стало известно в прошлом году, и они были прописаны в государственной инвестиционной программе. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.